Это Фарис. Всем привет. Он мой друг. Мы с ним дружим. У нас с ним дружба, короче. Сейчас мы будем водичку весить. Да. Сейчас Всем добрый вечер. Я Фарис Мамедов, и сегодня буду помогать Данелли во время прямого эфира задавать ваши вопросы. Поэтому не стесняемся, пишем их в прямом эфире, мы будем на все отвечать. Но пока Данелли, как на любом другом концерте, такое исполнение просто заслуживает крутых цветов. Это тебе. Спасибо, Поскольку у нас карантин, зрители у нас сегодня все по ту сторону камеры, но без цветочков обойтись нельзя. Ой, спасибо, мне так приятно. Да, я рад не зря. Так, поскольку карантин, мы соблюдаем дистанцию, поэтому, пожалуйста, ты здесь, я здесь. Да, я сегодня без маски, потому что я недавно сдавал тест, и все у меня хорошо, все в порядке, коронавируса нет, поэтому можно приступать. Вообще, начну с того, что я знаю, конечно же, я знаю, что у тебя должен был быть в этом году концерт в Америке. Но, к сожалению, из-за того, что карантин, все границы стали закрыты, мы не можем никуда вылететь, никуда поехать, концерт пришлось отменить, и я считаю, что сегодняшний эфир — это вообще хорошая такая альтернатива подарить свою музыку зрителям. На самом деле его не отменили, мне кажется, его просто перенесли. Я даже рада, что его перенесли, потому что будет больше времени подготовиться, потому что концерт должен был быть в марте, у меня тогда учеба, и времени готовиться не было, а сейчас я все лето могу готовиться, поэтому я очень рада такой ситуации. Очень здорово, что ты всегда пытаешься совмещать учебу и выступления, и при этом не жертвуешь образованием ради творчества. Ну, это, мне кажется, самое главное, потому что человек без образования, мне кажется, не человек, потому что все человек может потерять, но ум всегда будет с ним, мозги, как говорится. Да, я согласен. И, кстати, про образованных людей хочу сказать большое спасибо спонсорам сегодняшнего прямого эфира. Это Алаш Медиа Групп, Пантограф, Тенгри Ньюс и продюсерский центр Юна. А мы продолжаем и задаем вопросы. Пишите их в прямой эфир, и сейчас будем зачитывать. Первый вопрос. Как происходит выбор песен для исполнения? На что ты ориентируешься во время выбора? Вокальная сложность или свои музыкальные предпочтения? Что для тебя главное? Ну, вообще, я думаю, что все заметили, что я пою в основном только лирические песни, потому что мне это больше подходит, я могу прочувствовать эту песню. Конечно, сейчас стало у меня в репертуаре намного больше каких-то веселых танцевальных песен, потому что просто если придешь на концерт и будешь слушать всю эту депрессивную фигню, то тебе не будет лучше на душе, поэтому я решила разнообразить свой репертуар и добавить какие-то веселые песни. Но на самом деле самый главный критерий — это, конечно, музыка, потому что потом уже я смотрю на слова, потому что благодаря музыке я могу прочувствовать песни. Вот. Здорово. И теперь, моя дорогая лирическая натура, я смотрю в комментарии, пишут, что это фонограмма. Люди не верят, что так можно петь вживую. Поэтому давай мы немножечко маленький кусочек споем акапелла любой песни, которую тебе хочется, чтобы люди такие убедились, что так петь можно. Ну это не фонограмма. Этот перерыв должен быть для перерыва, для отдыха, для голоса. Чуть-чуть. Для тех, кто все сомневается. Так, какую песню? Любую, что тебе нравится. Что мне нравится. Ну ладно, давайте поем этот. Ну, короче. Pacify her. She's got it on my nerves. You don't like her. Stop lying with those words. But pacify her. She's got it on my nerves. You don't love her. But stop lying with those words. О май гад, это шикарно! Неужели кто-то еще будет сомневаться после такого исполнения прекрасного? Я не знаю, я бы вообще даже и не думал о таком. Хорошо, теперь идем дальше. Все-таки перерыв у нас для того, чтобы разговаривать, а не чтобы петь, да? Вопросов очень много, и мы постараемся все их озвучить, поэтому пишите обязательно свои вопросы в комментарии. Во время следующего блока мы тоже их зададим. А пока следующий вопрос. Есть ли у тебя кумир в музыкальной сфере? С кем бы ты хотела выступить в дуэте, или, может, твои мечты уже осуществились? Расскажи. На самом деле таких людей очень много, но одна из моих мечт — это была выступить на одной сцене с Димой Монатиком, и эта мечта исполнилась аж несколько раз, и я... Ну, на самом деле, когда выступаешь рядом с ним на одной сцене, ты чувствуешь такую огромную энергетику и от зрителей, и от Димы, поэтому одна моя мечта уже сбылась. Также на одном конкурсе я пела со многими звездами российской эстрады, но моя самая главная мечта — это, конечно же... Да, на самом деле, таких артистов много. Например, с Арианой, с Марайей Керри. Да.
потом с Джорджи, мне очень бы хотелось записать с ним коллаборацию в будущем, но я очень на это надеюсь, потому что он просто гениальный музыкант, мне нравится очень много его песен, также Мелани Мартинес. Я стала на карантине слушать немного другую музыку, чем до карантина, вот, поэтому появилось много новых артистов, которые мне очень нравятся, вот, но основные именно вот эти артисты. Все-таки карантин какую-то пользу принес, да? Да, ну мне как-то изменился музыкальный вкус. да. Я думаю, что вообще-то карантин — это отличная возможность заняться творчеством, потому что даже несмотря на то, что школа перешла в дистанционный режим, все равно времени больше, по-любому стало больше, я думаю. Отлично. Видите, во всем нужно искать плюсы, и тогда мечты ваши сбудутся. Так, следующий вопрос. Так, подготовка к международным конкурсам и выступлениям на концертах занимает много времени и сил. Как ты восстанавливаешься? Мне кажется, это вообще очень важный вопрос, потому что для артиста набирать силы очень важно, и не всегда это получается быстро делать. На самом деле я не знаю, как я восстанавливаюсь, я просто прихожу с концертов, ложусь в кровать, все. Не знаю, я не знаю, просто когда мы выступали во время концертов, у меня было всегда такое, какое бы ни было выступление, после я просто заходил домой, и, наверное, сутки мне нужно было, чтобы никто со мной разговаривал, вообще просто полная изоляция. Нет, со мной могут разговаривать, и все, что могут. Все, что нужно, все, что можно. Все можно, просто я... В пределах разумного. Нет, в принципе, все как всегда, я после концерта прихожу домой, все. Ну видишь, как у тебя этот процесс по-другому проходит. Хорошо. Дальше, следующий вопрос. Как ты справляешься с волнением? Есть ли у тебя какие-то лайфхаки? Поделись для начинающих артистов, я думаю, это будет очень полезно. На самом деле я сама ищу такой лайфхак, потому что я перед каждым выступлением безумно волнуюсь. У меня даже на конкурсе, например, на The World's Best, на первом выступлении у меня просто колени вот так вот тряслись. Я не знала, что мне делать. Мне самой стало страшно от того, что у меня колени тряслись, потому что петь очень тяжело, когда ты очень волнуешься. Весь голос дрожит, зубы немеют. Короче, я сама сейчас переживаю, потому что это первый мой онлайн-концерт. Вот. Но на самом деле я сама даже не знаю, каких лайфхаков. Просто не думать об этом, абстрагироваться как-то. Не знаю, вот про дрожащие зубы, было у тебя такое нет? У меня, например, когда я выступал, очень часто я от волнения бил зубами микрофоном об зубы. Мне очень жалко за зубы, но обычно у меня просто губы дрожат, и это очень неприятно, когда у тебя перед выступлением все дрожит и все не имеет. Может быть, нужно пить какое-то успокоительное, не знаю, травки там какие-то пьют же для успокоения нервов? Нет, не помогает? Хорошо. Так, следующий вопрос. Чем ты любишь заниматься в свободное от учебы и занятиями вокала время? Ничем. У меня вокал и учеба — это основные части моей жизни, и это занимает практически все время, но свободное от этих дел время я могу смотреть в телефон, например, в ТикТок смотреть, в общем, все. Читаешь комментарии? Готовлю еще иногда. Конечно, читаю. Я все читаю, просто иногда я не знаю, как ответить, но на некоторые отвечаю, на интересные какие-то комментарии, но все читаю, постоянно обновляю, чтобы смотреть, что пишут про меня. Да, дорогие друзья, про комментарии, пожалуйста, пишите их прямо сейчас, и тогда есть шанс, что именно на ваш вопрос мы ответим. Пока следующий вопрос. Есть ли такие занятия, которыми тебе хотелось бы заниматься, но у тебя на это не хватает времени? Нет, у меня на все хватает времени. Наверное, некоторые занятия я просто не делаю, которые мне могут помочь как-то в жизни из-за лени, не из-за нехватки времени, мне кажется, потому что времени мне пока что на все хватает. Думаю, в будущем, конечно, будет немного не хватать, потому что уже ритм жизни будет бешеный, нужно зарабатывать на жизнь. Да, и нужно восполнить все, что было упущено за время карантина. А сейчас все хватает. Кстати, про карантин. Как ты проводила его? Что в период карантина для тебя было самым сложным? Ой, мне во время карантина вообще ничего не было сложно, знаете, целый день сидеть дома, учиться в комнате, это просто прекрасно. Даже во время онлайн-обучения я даже больше поняла и узнала, чем в школе, поэтому, в принципе, карантин класс. То есть самообразование сила. Так жить, в принципе, можно всю жизнь. Вот про карантин спросили, и теперь вопрос, какие планы у тебя на лето? У меня много планов. Например, я, наверное, запишу некоторые треки новые для вас. Конечно, погулять с друзьями, потому что я весь этот год практически вообще ни с кем не гуляла, кроме моей лучшей подруги. И просто хочется погулять со старыми одноклассниками, так как я перешла в другую школу, хочется увидеться со всеми. И просто классно провести время, чтобы отдохнуть, а потом обратно в учебу, потому что 8 класс — это уже не шутки.
и нужно как-нибудь отдохнуть от всего. Вот. Хорошо, но отдыхать мы будем летом, да? А пока, я Уже думаю... вообще-то лето. Точно, уже лето. Кстати, с Днем защиты детей всех. Прежде чем сдать очередную партию вопросов, хочу напомнить, что у нас живой звук. Эфир будет сохранен, потому что многие об этом спрашивают. И потом, после того, как он закончится, вы сможете все пересмотреть, в том числе момент, где Данелия пела акапельно, для всех тех, у кого все еще были сомнения в том, что мы поем вживую. Я же там лажаю иногда. Вы думаете, что я... Люди этого не слышат. Да, это не фонограмма, не какая-то другая предварительная запись, все живое. Только живяк. Да, и... Значит, зачем вообще делать тогда был концерт? Да. Смысл петь под фанеру, это неинтересно. И раз уж мы заговорили про живяк, перейдем плавно к теме здоровья, потому что карантин, это все сейчас очень актуально. Тут вот спрашивали, есть ли у тебя какие-то секреты в плане лечения? Например, у тебя завтра выступление, а сегодня заболело горло, да? Как ты спасаешься? Что-то, может быть, какие-то есть народные рецепты или проверенные способы? На самом деле, я хочу сказать, что я достаточно часто болею, хотя и пью всякие витамины и таблетки, но иногда я заболеваю просто из-за того, что я очень много устаю. Например, во время обучения, во время школьного года я вообще очень часто болею, потому что постоянно на стрессе. Вот, а так, да, в принципе, если я заболела например, до какого-то концерта, я ничего не делаю, я просто пою больной. Вот. И, например, до Евровидения я очень заболела, я отравилась сушами. Никогда не ешьте суши, пожалуйста. А то тоже отравитесь и не сможете петь. Но меня быстро вылечили и поставили на ноги, и поэтому я нормально спела. Слава богу. Никаких рецептов, в принципе, нет у меня. Хорошо. Главное рвение, да? Да. Главное настроиться на позитив, и все будет нормально. Да. Хорошо, следующий вопрос про домашних питомцев. Есть ли у тебя домашние питомцы? Я знаю, что есть, но многие, я думаю, может быть, не в курсе, поэтому расскажи, как ты к ним относишься и вообще, в принципе, об этом поделись. На самом деле у меня очень много домашних питомцев. Во-первых, мой самый первый, наверное, можно сказать, это была собачка. Мне ее подарили на 7 лет. Ее зовут Мимин. Она была совсем маленькая, сейчас она огромная, просто здоровая такая старушка. В общем, я ее очень сильно люблю. Она всегда рядом со мной, всегда поддержит меня, всегда меня охраняет, защищает. Хотя она очень маленькая, но все равно может меня защитить от любого, кто может мне принести вред. Вот. Также недавно моей сестренке на день рождения подарили хорька. Ее зовут Эми. Она просто очень классная. И практически сразу, когда мы купили, я ее потеряла. Она, точнее, убежала от нас. От нас не сбежишь, кстати. Вот. И я очень испугалась, я плакала весь день. Я, короче, уже на все сайты уже... Мы искали дружно в Инстаграме. Да, и на все сайты уже повесила эти анкеты. Меня уже даже заметили, я вообще в шоке. Я даже ВКонтакте разобралась из-за этой ситуации, потому что я ВКонтакте вообще не сидела, пришлось, короче, разобраться, вот. Слава богу, под конец дня она нашлась, бедненькая. Она целый день где-то ходила, бродила, вот. Но мы, наконец, ее нашли. Также есть рыбки, хомячки всякие разные, всяких видов, вот, и кошка, вот, Жася. Вообще это не наша, не мы ее покупали, просто моя мамина подруга отдала маме на какое-то время, в итоге она сейчас у нас живет, короче. Вот. В общем, дома целый зоопарк. Да. Хорошо, ты вот сказала, что тебе подарили собаку на твой день рождения, и очень много комментариев было о том, сколько тебе лет, когда у тебя день рождения, он у тебя скоро, поэтому расскажи, какие у тебя есть планы, да, как ты будешь отмечать или не будешь отмечать, в общем, поделись с зрителями. На самом деле, мне сейчас 13 лет. Многие не верили, что мне 13 лет, потому что на голосе мне было типа 10 лет, но через несколько месяцев мне уже должно было исполниться 11, поэтому мне сейчас 13. 18 июля мне исполнится 14 лет. Я, в принципе, как-то грандиозно не собираюсь отмечать, потому что мне просто лень. Вот, я просто приглашу свою лучшую подругу, и она останется у меня на 3 дня, все. Это самый лучший подарок, мне кажется, самый лучший. В общем, тоже квартирник, да, как у Нади сегодня? Да, квартирник, Тенгри, короче. Да, хорошо. Следующий вопрос про выступление. Что ты чувствуешь, вот, выходя на сцену, да? Какие чувства тебя наполняют? Во-первых, всегда перед сценой я очень волнуюсь, потому что я просто перфекционист, и я хочу сделать все идеально, но, конечно, никогда не получается все идеально, вот. Но когда я выхожу на сцену, наверное, все меня это опускает, потому что я вижу зрителей. Иногда зрители очень холодные, и мне из-за этого очень как-то не по себе, но чаще всего зрители очень классно ко мне относятся, мне хлопают, и из-за этого в принципе, все мое волнение испаряется, и я просто начинаю петь, и... Короче, когда я пою какие-то грустные песни, я представляю какую-то грустную сцену из моей жизни, и, короче, я умираю, все плохо, вот. А когда веселую песню, я просто, когда, кстати, веселую песню пою, в принципе, ничего не чувствую, я просто, типа,
отрываюсь, отдыхаю, короче, вот, и прихожу опять в свою. А слово о песнях, пишешь ли ты их сама? Слова, музыку, расскажи. Я летом собираюсь начать писать песни, потому что у меня очень много вдохновения появилось во время карантина. Я начала слушать очень много песен, потому что раньше, до карантина, у меня был плейлист, просто состоял из Арианы Гранде, из Билли Айлиш, из Джастина Бибера, короче, все это основные какие-то артисты. И сейчас я познакомилась с творчеством очень много разных артистов и правда прониклась, и короче, сейчас у меня вдохновение, и я собираюсь писать летом какие-то песни, слова. Ну, если получится, конечно, я пока что не композитор, но я постараюсь. Но на песню Донча я сочинила свою рэп-часть, которую я сейчас исполняла, вот. Но она такая простая, но какие-то кстати, про Донча было очень много комментариев, люди в восторге от этой песни, а по поводу того, что ты собираешься летом писать, сама мы запомним и обязательно потом спросим. Так что у тебя есть 3 месяца. Хорошо. Сколько времени ты уделяешь занятиям музыкой? Вообще, когда у меня учеба, я хожу на вокал 2 раза в неделю, то есть субботу и воскресенье, когда я свободна от учебы. А сейчас летом я занимаюсь каждый день, к тому же у меня сейчас проект America's Got Talent, и я должна просто каждый день тренироваться, чтобы достичь такого результата, с которым я могу выйти на сцену и даже не переживать. Вот. Мы его очень ждем, это шоу. А пока расскажи мне такой момент. Очень многие хотят иметь в друзьях звезд, известных личностей, да, дружат из-за того, что человек популярен. Бывало ли у тебя такое, что с тобой дружили, потому что ты стала известной? Во-первых, со мной не дружили, потому что я стала известной, потому что я не дружу с теми людьми, которые хотят дружить со мной из-за этого. У меня вообще, в принципе, только 2 подруги, которые постоянно со мной всегда меня поддерживают, и которым я правда доверяю. Так, ну, были некоторые люди, но я сразу как бы их убирала из моей жизни, потому что на самом деле это очень неприятно, когда с тобой дружат только из-за какой-то выгоды. Поэтому так не делайте. Не делайте так. Даже если вы хотите так сделать, лучше не делайте, пожалуйста. Еще 2 вопроса. Для любого артиста важно иметь постоянное вдохновение, да, но, к сожалению, я, по крайней мере, по себе знаю, что это невозможно. То есть когда-то оно кончается, ты чувствуешь, что ты опустошен, да, вот как ты в эти минуты восполняешь вот эту вот энергию, чтобы вновь работать, да, творить и так далее. На самом деле у меня был такой период, когда мне вообще не хотелось ничем заниматься, я просто даже учиться, не хотела, хотя я очень люблю учиться, вот, и я вообще через «не хочу» ходила на вокал, ну, это нужно было, но я ходила прям через «не хочу», ну, не злитесь на меня, Наташа, пожалуйста, вот, но сейчас я просто, как будто у меня второе дыхание, и я хочу заново петь каждый день, короче, я кайфую от того, что пою, и на самом деле это очень классное чувство, когда у артиста есть какое-то вдохновение петь и что-то делать, и он делает это не через «надо», а просто вот потому что идет изнутри. Вот, да, хорошо. И буквально последний вопрос. Пробовала ли ты петь на испанском? Да. Нет, это подождите. Короче, просто саундтрек к Элите был, назывался «Джаджа». Вот. Это испанский, не знаю. Кстати, Элита на испанском, да, это испанский. Джаджа, но у меня не получилось, потому что это слишком сложный язык, мы с Зире вместе пробовали как-то это петь, она научилась, но я нет, вот. Но я могу просто спеть Джаджа, я помою Джаджа. В общем, для тех, кто опять-таки сомневался, что это живой звук, у нас он живой.